Друзья, всем привет! Я пятый день нахожусь на отдыхе в Египте и решил записать для вас интересное видео о том, как мы тут живем, чем мы питаемся, какая здесь погода, какой контингент отдыхающих сейчас в это время года и вообще, насколько интересен отдых в Египте в феврале. Итак, прилетели мы в конце января. По прилету вечером погода совсем не радовала. Капал дождь и был сильнейший ветер. В общем, был дубак, и в зимних вещах мы чувствовали себя прекрасно. Купили билеты мы, наверное, в один из самых больших отелей на побережье. Называется он Tia Heights Makadi Bay. Посмотрите, какая огромная территория. Это выглядит как отдельный город. Только один внутренний двор отеля с бассейнами, мне кажется, больше, чем центральная площадь моего родного поселка, где я вырос. Вообще, на территории отеля около 8000 номеров. Мы специально взяли отель с аквапарком, чтобы повеселее было и чтобы ребенку тоже было интересно. Начнем экскурсию прямо с номеров. Поначалу мы так и не поняли, что не так с отелем. Вроде 5 звезд, а в номерах какая-то разруха. Краны текут, держатели отваливаются. Даже туалетную бумагу некуда повесить. Но мы непритязательные, приехали насладиться солнцем и морем, поэтому это не так важно. Главное, что есть где переночевать и принять душ. К сожалению, морем насладиться тоже в волю не получалось. Конечно, в конце января, начале февраля все-таки прохладно. Как видите, на пляже особо никого не было, и каждый день были только мы и еще 5-6 разных семей на всей территории пляжа. Зато ворон просто немереное количество. Кстати, местные сказали, что вороны могут выклевать ребенку глаза, так что будьте аккуратны, если летите с ребенком. Тут вороны реально гигантские и наглые. Вообще, походу на всем курорте было всего, как мне кажется, 200-300 человек максимум. И они рассредотачивались по всей территории. Кто на бассейне, кто в ресторане, кто в аквапарке, кто в своих номерах. Но каждый день я все-таки окунался в море. Лишний раз закаливание для организма не помешает. И зарядка для тела в виде плавания – это самый лучший вариант. Каждый вечер в 3 часа мы плавали в теплом бассейне. Это совсем маленький бассейн для детей, буквально 60 сантиметров в глубину примерно, но на нем тусили все дети и взрослые отеля. Для нашего младенца это было самое то, да и для нас тоже. Единственное место, наверное, где можно было согреться. А в 4, полпятого вечера уже садилось солнце и нужно было идти домой, переодеваться и принимать горячий душ. Очень хотелось поиграть в волейбол, футбол, как-то поразвлекаться, но в первые 4 дня вообще никого не было видно, все площадки пустовали. И было очень ветрено каждый день, как я уже говорил. Только почти в предпоследний день удалось собрать несколько человек и как-то попинать мячик через сетку. А так мы сами себя развлекали. До обеда обычно мы ходили в аквапарк. Если честно, прокатились с горки за все время 5-6 раз от силы. Опять же, вода ледяная, а когда вылазишь наружу, сильнейший ветер пронизывает до костей. В аквапарке, как и везде, все в полуразрушенном состоянии. Хотя территория огромная, горки классные и все очень по-умному сделано. Жалко, что так все запустили. Уж очень красивые декорации вокруг. В общем, чтобы не мерзнуть, мы занимались усиленно спортом, отжимались, приседали, бегали по воде, играли в шахматы на полу. В общем, развлекали себя как могли. На завтрак, обед и ужин кормили очень хорошо, как мне кажется. Я очень доволен. Для нас было раздолье и огромный выбор салатов, фруктов, овощей и сухофруктов. Так как мы питаемся только такой пищей, то нам всего этого вполне хватало. Для людей, кто питается традиционно,
тоже много всего. Каждый день разные виды мяса, курица, утка, сосиски, морепродукты, рис, картошка, кускус. Множество вкуснейших десертов, ну, на любой вкус. В общем, все супер. В этом у меня претензий совсем нет. Но почему-то, смотря на людей, когда они набирали себе покушать, такое ощущение складывалось, что мало кто был доволен. Вот обратите внимание на видео. И часто слышалось вокруг, что совсем нечего поесть. В общем, как-то недовольны люди оставались. Как мы поняли, 80% населения отеля были граждане Украины, 20% из Белоруссии, 10% из Германии. Из России были только мы, наша семья. Как вы знаете, из России с 2015 года самолеты совсем не летают из-за страшного крушения самолета. И, видимо, после той поры египетский отельный бизнес пошел на спад. Я помню, когда первый раз полетел в Египет в 2006 году, было просто яблоку негде упасть. Народа была тьма, не протолкнуться. Было очень весело и интересно. И, видимо, из-за оттока туристов из России и произошла такая разруха. Наверное, совсем нету стимула у египтян теперь что-то делать, как-то развиваться. Вроде бы что-то строят, а другое рушится. Даже на пляже, вот пошел в туалет, чуть не заблудился среди строительного мусора. Все валяется, грязно, не протолкнуться. Но все равно за небольшие деньги приехать позагорать, покупаться, вкусно покушать, да просто развеяться, это уже классно, как мне кажется. Если вы хотите отдохнуть в Египте, есть 3 варианта. Первое. Лететь через Минск, Белоруссию. Вы летите прямо в Хургаду или Шарм-эль-Шейх, но придется тур покупать в Минске. Второе. Из России можно напрямую прилететь в Каир, но потом неудобно добираться на автобусе, это примерно 7-8 часов по пыльной пустыне. И третье, лететь через Европу, например, Германию, Швейцарию, Италию и так далее. Мы летели через Швейцарию, так как сейчас живем и работаем там. Вся поездка обошлась в $500 на неделю, с тарифом все включено, с перелетом, трансфером и так далее. Я думаю, из России такой бы тур стоил примерно $300-350 максимум. В общем, с погодой немного не повезло, а так все супер. Каждый день на пляже предлагали разные экскурсии, но с ребенком это не очень удобно, как нам показалось. Но на экскурсию батискаф мы все же съездили. Это большая лодка со стеклянным дном. Мы плыли по коралловым рифам, наблюдали за рыбками и морской жизнью. А потом была возможность поплавать с маской и ластами. Я единственный из туристов из этого рейса, кто отважился на это, и мне очень-очень понравилось. Впечатление, ну просто незабываемое. Всем советую. Ну и по вечерам, как обычно, была анимация, развлечения, выступления разных артистов и шоу. Детская и взрослая дискотеки. Мы, правда, туда не ходили, ребенка надо было укладывать пораньше спать. Ну и, конечно же, купили пару сувениров для своих родных и близких. Как же без этого? И еще раз хочу обратить ваше внимание, что по русским туристам очень-очень сильно скучают. Скучаешь русским народом? Русских любят и ждут. Все, начиная от поваров, официантов на кухне и заканчивая гидами и продавцами-лавочками, постоянно спрашивали, когда уже откроют границы с Россией и приедут любимые, позитивные и хорошие люди. Приезжайте к нам, давайте, пожалуйста. Ты скучаешь? Все, русские, приезжайте. Давай к нам. Все скучают. Когда? Все скучают, конечно, здесь. Так что, друзья, ждем дружно, когда все-таки откроются все границы и можно будет опять ездить отдыхать на курорты Египта. Нас там любят и ждут. Если видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока-пока. Обещают уже в этом году обещают уже. Дай бог, валлах. Но мы слышали по-разному всегда, они скажут, через 2 месяца они открыты, через 3 месяца они открыты. Но если честно, неизвестно. И мы слышим много, но когда будет, это никто не знает. Да. Не в том году. Да. Ничего не Но меняется. мы слышим последний, как будет скоро. Но это когда скоро мы ждем.
Ну все, передадим тогда. Можно бывает.